Здравствуйте, дорогие друзья! Живя в деревне на юге, резонно возникают мысли о вкусных ягодах, винограде, соках, вареньях, наливках и о домашнем вкусном вине. И как раз сегодня я хочу рассказать и показать весь процесс изготовления домашнего вина. Надо сказать, что я научилась делать вино случайно, лет 20 назад, когда сварила компот из черной смородины, разлила по пластиковым бутылкам и поставила в шкаф. А потом, спустя некоторое время, одна из бутылок лопнула и разлилась, а по всей кухне стоял пряный аромат винных ягод. После чего я аккуратно слила из оставшихся бутылок брагу и поставила ее на водозатвор бродить. А в итоге получилось вкуснейшее, густое и сладкое вино. С тех пор прошло много лет, и я, живя в городе и не имея ни дачи, ни деревни, покупала ягоды и периодически делала домашнее вино. Теперь же мы уехали на юг, и у нас есть своя земля и сад, и уже второй год я делаю вино. В этом году урожай ягод у нас раза в 2 меньше, чем в прошлом, и ягоды не очень вкусные, поэтому и вина получится немного. Итак, собранные ягоды йошты я раскладываю по банкам, заполняя их наполовину. Банки у меня 3-литровые, и на каждый литр я добавляю по 200 грамм сахара. Доливаю водой, закрываю резиновыми перчатками, чтобы перекрыть доступ воздуха, и оставляю сбраживать мезгу. То же самое я делала с вишней, но немного раньше. В течение 7 дней я периодически помешиваю ягоды и разминаю их прямо рукой в банке, чтобы они лопались и отдавали больше сока. Через неделю я процеживаю и отжимаю мезгу, а брагу сливаю обратно в банки. Конечно, объем браги уменьшается, и поэтому надо доливать воду. Но прежде чем это сделать, я пробую брагу на вкус. Если она сладкая, то сахар не добавляю. Если же кислая, как, например, с вишневой брагой, то развожу сироп из расчета 200 грамм на литр воды и добавляю в брагу. Кроме того, я развела 5 столовых ложек сухих дрожжей на 1,5 стакана теплой воды и полстакана сахара, чтобы запустить дрожжи. А потом равномерно разливаю полученный дрожжевой раствор по банкам. Так как вишневая брага кислая, я доливаю ее сиропом и оставляю бродить дальше. Через пару часов в тот же день сын сообщил мне, что на одной из банок нет перчатки. Когда я пришла проверить, то обнаружила, что перчатку сорвала, потому что процесс брожения пошел очень активно. А это значит, что пора сделать прокол в перчатке. Прокалывать перчатку нужно обычной маленькой швейной булавкой в одном из пальцев или в самом верху перчатки. Воздух через такое отверстие не пройдет внутрь банки, а когда перчатка растянется и слегка приоткроется отверстие, газ будет выходить наружу. В таком виде оставляем вино бродить до тех пор, пока не прекратится процесс и перчатка не сдуется. И вот прошел 21 день. И все перчатки на банках сдулись, а на дно банок выпал осадок. Но на поверхности браги есть еще пузырьки. Это значит, что активный процесс брожения закончился, но это еще не вино. Я снимаю перчатки и процеживаю брагу. Стараюсь сливать брагу аккуратно, оставляя осадок в банке. В процеженную брагу я опять добавляю дрожжи из расчета 1 столовая ложка сухих дрожжей на 1 3-литровую банку. Развожу дрожжи в стакане с теплым сахарным сиропом из 3 столовых ложек сахара. В данном случае объем воды не важен, так как я буду равномерно распределять дрожжевой раствор по всем банкам. Самое главное – распустить и запустить дрожжи.
Резиновые перчатки портятся от контакта с брагой, когда она бродит и поднимается в банке, и перчатки прилипают к горлышкам банок. Поэтому я специально приобрела крышки с водозатвором. В крышках есть стаканчик для воды и отверстие, а также в комплекте к крышке идет маленький затвор, который и ограничивает поступление воздуха в банку. В стаканчик на крышке наливается вода, и отверстие закрывается затвором. На затворе есть метка, по уровню которой надо налить воду. И вот таким образом газ выходит через затвор, при этом сам воздух в банку не попадает. А вишневая брага оказалась очень кислой, поэтому я сливаю обе банки в одну емкость, добавляю туда сахар из расчета 200 грамм на 3-литровую банку, добавляю дрожжевой раствор, разливаю обратно в банки и также отправляю бродить под водозатвор. Прошло еще 16 дней. Крышки булькать перестали, и даже невооруженным глазом видно, что в банках выпал осадок. Вино из Йошты готово. Очень вкусное и сладкое. Вкус терпкий, насыщенный и пряный. Можно процеживать и разливать в бутылки. А вот вишневое вино все равно кислое, и осадка нет. С ним еще надо поработать. А пока займусь процеживанием. Для этого я использую силиконовую трубку от медицинской системы для капельниц. И по принципу сообщающихся сосудов аккуратно сливаю вино в другую чистую банку, так, чтобы не захватить осадок. Для этого банку с вином не надо трясти, чтобы не взболтать осадок. А чистую банку, в которую буду сливать вино, надо поставить ниже. А пока вино процеживается, я хочу обратиться к зрителям и подписчикам нашего канала. Друзья, по статистике наши видео без подписки смотрят 51% зрителей. Мы выпускаем видео 1-2 раза в неделю. Если вам интересно, то подписывайтесь на наш канал и поставьте лайк этому видео. А еще недавно YouTube изменил алгоритмы и теперь анализирует параметры уведомлений. На нашем канале только 15% подписчиков выбрали параметр «Все уведомления» и включили уведомления YouTube. Дорогие подписчики, чтобы восстановить корректную работу алгоритмов YouTube, пожалуйста, нажмите «Отписаться», а потом подпишитесь снова. Нажмите на колокольчик и выбирайте параметр «Все уведомления», чтобы не пропустить выход новых видео. Это займет у вас всего пару секунд и поддержит развитие нашего канала. Мы очень стараемся и учимся делать более качественные видео. Но давайте вернемся к приготовлению вина. После процеживания с каждой 3-литровой банки у меня вышло по 2 литра вина. В банке с осадком остается еще довольно много, поэтому я сливаю все в отдельную банку отстаиваться несколько дней и потом также аккуратно солью. Процеженное вино разливаю по бутылкам и отправляю в погреб настаиваться. Правда, старшие дети уже попросили налить им по стаканчику. В итоге у меня получилось 6 литров крепленого домашнего вина из Йошты. А вот вишневую брагу я просто разливаю равномерно по банкам с тем расчетом, что в каждую банку я буду добавлять вишневый сироп от варенья и сироп с сахаром и дрожжами. Опять распускаю дрожжи в стакане с теплым сахарным сиропом. Из расчета 3 столовые ложки дрожжей, 200 грамм сахара на 400 мл теплой воды. Вишневый сироп развожу из расчета 300 грамм сиропа на 300 грамм теплой воды. Дожидаюсь, когда запустятся дрожжи, и соединяю вместе дрожжевой раствор и вишневый сироп. В итоге у меня получилось 900 грамм дрожжевого раствора, который я разливаю поровну на 3 банки
и ставлю их бродить дальше, под водозатвор. Далее процесс приготовления вина не отличается от показанного мной на примере с вином из Йошта. Добавлять сироп с дрожжами можно несколько раз. Чем больше сахара и дрожжей вы добавляете, тем дольше и активнее будет процесс брожения. И, соответственно, градус вина будет выше. Пробуйте, экспериментируйте, творите. Все интуитивно и на ваш вкус. Надеюсь, это видео было для вас интересным, полезным и познавательным. Если так, то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и пишите комментарий. Нам будет очень приятно. Ну а мы пойдем дегустировать и наслаждаться вкусом молодого вина. И вы, дорогие зрители, старайтесь находить время для отдыха. В жизни полно простых вещей, которыми можно наслаждаться и создавать приятные и радостные моменты для вас и ваших близких. Жизнь от этого становится яркой и насыщенной. Большое спасибо вам за просмотр и интерес к нашему каналу. До встречи!